Доброго времени суток! Всех приветствую! Сегодня будем лепить Йеннифер. Это видео баттл с замечательным каналом Леприс. Заходите, оцените его работу. Ссылка на канал Леприс будет внизу под видео. Удачи ему пожелаем и творческих успехов. Заходите, подписывайтесь и жмите колокольчик. Красота Йеннифер легендарна. Голубые глаза, черные волосы, стройная, длинноногая красавица с идеальной фигурой. Ну, конечно, без допинга тут не обошлось. Не знаю, трескала ли она каждый день ложками стимуляторы и в качестве запивона использовала мощные эликсиры красоты, бормоча при этом заклинания про стройную фигуру без горба, который, к слову, у нее был когда-то. Но факт остается фактом. Она использует такие магические заклинания и эликсиры. А кто бы не использовал, скажете вы, и я согласен. Была бы сейчас такая чудесная водичка, все бы девчонки пили и ели всякие травки, чтобы становиться такими же красивыми. Своей внешностью Йеннифер представляется нам как довольно жесткий в некоторых ситуациях человек, хладнокровный, с характером, но в целом, конечно, положительный герой, с любовью в сердце, добрыми поступками, и она, надо сказать, довольно мудра. И вот этот образ мы должны постараться отобразить в нашей работе. Ведь в идеале важно не просто слепить какую-то очередную фигурку персонажа, а отобразить в позе, возможно, во взгляде, во внешности, что персонаж представляет из себя. Возможно, это, например, ужасный персонаж, но что-то есть в нем хорошее, необычное. Такое тоже бывает. Это, кстати, будет в моей следующей фигурке по мотивам одного из новых фильмов, который недавно вышел. Заходите ко мне в Instagram, там я стараюсь выкладывать фото или видео некоторых своих работ в процессе. Этого персонажа я также опубликую там в ближайшее время. Пока мы с вами обсуждали внешность нашей героини, тем временем я уже успел сделать голову и покрасить туловище. Видную часть одежды. До одежды, точнее. Это один из важных фрагментов. Это видимая часть ее тела и лицо. Также я сразу сделал на шее подвеску с медальоном в виде пятиконечной звезды. Вот эту важную верхнюю часть мы сразу и запекаем. И далее уже делаем одежду, ее наряд. Конечно, нарядов у нее было несколько, не один, естественно. Один-два наряда для девушки, это, конечно, как вы понимаете, нереально. Я выбрал такой наряд с открытыми плечами, перьями на одежде, корсетом, короткой юбкой и длинными сапогами. Это интересный наряд. Казалось бы, открытые плечи до груди, все замечательно для нашей красавицы, если бы не одно «но». Как я уже упоминал, она была когда-то горбатой. И несмотря на ее последующую магическую трансформацию, превращение из гадкого утенка в жгучую, своим взглядом неотразимую брюнетку. Так вот, несмотря на это все, ее замечательной фигуре остались изъяны. Это видно как раз в ее не совсем ровных по высоте и немного заваленных плечах. И то, что она одела такой наряд, как раз хорошо подчеркивает ее характер, о котором я уже говорил выше. Женщина с сильным характером, уверенная в себе, может позволить так оголить неровные плечи. Был у нее еще и шарф, капюшон, но я его не стал делать на шее. Сейчас мы делаем корсет, прорисовываем швы на нем, отверстия для шнуровки, также я делаю. Далее, конечно, устанавливаем саму шнуровку, делаем внизу такие что-то вроде банта завязываем.
Потом на платье прикрепляем перья. Их довольно много, они идут по кругу. Платье сверху стягивается таким шнурочком. Его нужно также установить, и чтобы он не провисал. Сначала я просто сделал полоску пластики, но она гнулась, и эффект был не тот. Было даже, можно сказать, довольно плохо. Тогда я скатал глину на металлической проволоке, и таким образом она создала нам нужный эффект натянутости. Ну и была, конечно, более надежной и крепкой, нежели просто пластика. Потом дорабатываем складки и делаем внешнее утолщение от переходящего насквозь шнурка в платье. Пристегиваем ей ремень. На нем имеются также заклепки различные. И завершаем нашу верхнюю часть перчатками. Они есть на всех нарядах Йеннифер. Прорисовываем складочки. Вот таким вот образом я решил сделать пальцы на перчатках. Каждый раз я по-разному делаю. Сегодня решил вот так отрезать просто их от общего куска. Пришла очередь нижней части, ноги. Не сказал бы, что это было проще. Там сапоги со множеством заклепок. Также будут у нее чулки, немного торчащий сапог. Но это уже они будут нарисованы, не вылеплены. Вот так у меня вышла одна нога. В дальнейшем скажу, что красить ее было довольно сложно. Сложнее, чем лепить. Именно нижнюю часть. Ну и финальная прямая в лепке. У нас осталась еще одна нога. И все. Аллилуйя. Какая же детальная это была работа. Помучила она меня, конечно, если честно. Ну что поделать. Я знал, на что иду. Красота требует жертв. Красота требует жертв, да. Я оказался этой жертвой в красивом наряде нашей чародейки Йеннифер. Не знаю, догадались ли вы, как будет выглядеть наша колдунья в итоге. Что за странная поза у нее. Ради прикола можете сейчас в комменты написать, почему у нее такая поза. И что еще будет присутствовать в этой композиции. Ведь не просто так же она у нас тут висит в такой причудливой позе. Пишите мне даже интересно, может и по-другому можно было как-то сделать. Ладно, дальше завершаем наши сапожки. Вот сейчас я делаю такое углубление, туда мы внедрим ремень. Кстати, еще будет такой вокруг идти ремень, поэтому я говорю довольно сложные сапоги. Ремень с заклепками, он идет по всей длине сапог, создавая также складки, которые нужно правильно отрисовать. И на самом ремне я потом сделаю заклепки еще. Еще у нее, кстати, такие стальные наколенники имеются. Тоже мне проблему создали они. Вот к этому я как раз и говорил, что с сапожками мне пришлось повозиться. Ну что, теперь раскрашиваем. Конечно, краску мешаю. Белила, кадмий красный, темный, желтый траверин. Это масляные краски. Меня спрашивают в основном, да, кстати, меня задают вопросы, чем я раскрашиваю. В основном маслом. Мне нравится текстура. И фигурка выглядит, по-моему, более живее. Такой он глубокий цвет. Ну, иногда, конечно, акрил использую. Часто полностью даже могу акрилом покрасить. Кстати, по поводу вопросов. Сразу отвечу на некоторые. Про краску сказал. Дальше про звук. Ура, ура! Это самый частый вопрос. Вот уже приобрел я микрофон. В настройках покопаюсь, но уже, по-моему, получше. По стекам. Я, наверное, попозже сделаю ролик с инструментами, чем я вообще пользуюсь, если кому-то интересно. Про рисунки вопрос был. Скоро будет видео. И будет еще один туториал по лепке. Небольшой совет по рисункам всяких рептилий, в том числе динозавров. Да, кстати, смотрите, я тут отрезал точнее наколенники. Они не понравились мне в итоге.
Точнее, цвет был какой-то прям дурацкий, синий, вообще не вписывался он. Не то, что я хотел. Все это дело я удалил, значит, дальше снова пришлось сверху их налепить. Но могу сказать, что получилось круче. Бомбический цвет, прям как я и хотел. Так, ну вернемся к вопросам. Потом вопрос про динозавров. Буду стараться лепить чаще, может даже делать проще их. Я подумаю над этим. И финальный вопрос про стрим. Стрим будет, но не скоро. Я думаю, сделаю его на 1000 подписчиков. На этом видео заканчивается наше. Всем добра, успехов. Пишите, я отвечу на любые ваши вопросы. Спасибо за просмотр. Всем чао, какао. Пока-пока.